на море. А у меня авария. Я обожгла палец. Я собственноручно построила вот такую лежанку. Ну что, вот это наш лагерь. Привет, друзья, я Эль, художник, дислексик, путешествующий по жизни. И сейчас на часах 5:30. Вот, знали, что я вас не обманываю. И мы уже в машине. Встречаем рассвет. Впереди камера на 40. Мы едем в очередное путешествие. Я Эль и Оль. А еще с нами. Привет! Я Усаги или Лена. Привет, я Дима, ну или Маршал, кто как привык. Привет! Я Ксюша или Канамы. Привет, я Рил. Просто. Мэйра. Это Никита. Здравствуйте. А еще с нами человек-малыш. Мы едем дикарями, так что апгрейд дикарями на море. Спустя NCT количество лет, которые я снимаю. После того, как я была на море в 2015 году, по-моему, это было, когда я все подробно снимала. Я еще была 2 раза, но я это не снимала. Я написала Насте сегодня ночью. Какая-то дымка. Либо это туман. Нет, это пахнет. Либо что-то горит. В общем, горячий ключ стоит, как всегда. Мы опоздали с выездом, несмотря на то, что мы выехали в 5. Ну, из города мы выехали в 6, получается. И в горячем ключе уже правище. Просто бордовое. Поэтому сейчас нам навигатор показал какую-то левую дорогу через Саратовск. Саратовск. Через Саратовск. Саратовская. Через станицу Саратовская. И посмотрим, как она себя покажет. Вот такая. Сейчас живописная дорога, между прочим. Прям, ой, мне так нравится. Какая красивая дорога. Там непонятно, что еще будет. Но здесь красиво. Да. Местность холмистая. Было 4,5, а сейчас 3,37. О, нормально. Выиграть мы, конечно, выиграли немного, но вот здесь, в примыкании, просто жопа. Бордовая. Смотрите. Бордовая обезьянья жопа. Бордовая обезьянья жопа. Все это стоит, и нам туда. Это ужас. А кто-то просто объезжает под мостом. Он делает, я туда не поеду. Они просто объезжают пробку. Я не знаю, где они там въезжают. Просто под мостом. Я не знаю, где там выезд. Ну да. Охренеть. Куда они там едут? Ты видишь, где они дальше въезжают? По обочине? Да, они едут под мостом. Там же куда-то. отбойник. Куда они едут? Смотри, все туда едут, не знаю. Я могу выйти посмотреть. Блин, ну, блядь, реально все туда едут. Ну что, вести с полей. 4 ряда и едут по одной полосе. Крутяк. Ну и что? А где он, кстати? Я не вижу. Блин, я не могу его снять. Я не могу его... А, все, вот он, квадрокоптер. Он снимает нарушение на дороге. Снимает из-под тишка и косит бабки. Ура! Едем!
Наконец-то эта пробка закончилась. И мы устремились вперед на всех парах. На всех парах. Сколько у нас там километров? 70 километров. Сейчас. Нам еще 110 километров ехать. Я имею в виду, скорость разрешена 70, а мы едем 57. Так, первое море у нас на пути. И огроменная пробка обратно. Если в субботу такая пробка обратно, представляешь, что будет? Это в субботу, да. Не выезжайте в субботу. Пробка, пробка и пробка. В воскресенье тоже не выезжайте. Я думаю, единственный более-менее спокойный день это понедельник. Но мне так кажется. Да сейчас просто 10 утра, они все на работу выходят, по работам еще местные, конечно. Бедные местные не могут даже на работу доехать. Ну что, вот это наш лагерь. Сейчас он выглядит вот так. И мы с Олей занимаемся его, как это, реконструкцией. Чем? Укладка тротуарной плитки. Недорого. Или очень дорого, Оля? Натуральный камень. Укладка натурального камня, да. Ручная работа. Ну что, мы постелили пленку, разровняли. И у Оли палатка в руках. Надо в другую сторону снимать. Тут написано только, как ее складывать. Видимо, раскладывать ее очень легко. Она сама раскладывается. Давай, Оля, мы это снимем. Ой, ну, маленький человек, я имею в виду. Смотрите, им палатка стояли. Мне нравится палатка как зонтик раскладывающийся. Я вот ее хочу. Но Оля купила это, потому что она... Купила? Не могу взяла это. Нет. Вот они, эти 135 сантиметров. Так, как она появилась? Мне кажется, она здесь не умещается, Оль. Оль, помогать? У нас вот тут не хватает в начале и в конце. Ну, вроде бы прикольная. Ну, если честно, не знаю, нам надо проверить. Мне кажется, хорошо будет. Ну, проверим. Ну, я бы еще доставала по мне из-под дна, потому что она вообще висит в воздухе. Ну, ты посмотри, да, может там не так все плохо по факту. Да нет, она выровняется матрасом, мне кажется. Ну, попробовать можно. Да. Матрас же будет. Слушай, она большая. Да. Она большая за счет того, что ее размеры, это не размеры ее с тентом, а самой ее размеры. Да. Она и есть сама себе тент. Прикольно, что входы в одном месте, а еще дополнительно Два есть окна. огромных окна. В общем, не знаю, как она там с дождем, но для жаркой ветреной погоды надо посмотреть. Как ты костер собираешь? Неправильно. Ну что это за палочки? Какие-то кривые, косые. Цепи хватает. А камера снимает видео? Нет, это просто так в руках у меня. А со звуком? Без звука, безусловно. Отлично. Вот что я хотел сказать, значит, про ситуацию-то. Да. Сейчас исключительно инкогнито. Ничего не попадет на YouTube. И в Телеграм. Что там? Да ничего. Ничего, вообще ничего. Выглядит как ничего. Вообще ничего. Ничегошное ничего. Ничего. Выглядит, да. Да, Так, видишь, костер тоже ничего, вроде бы В принципе, ничего так. стал более-менее похож. А А то это- корявые палки лежали, видишь, а это ровненький уже что-то. положил. Даже горит, смотри. Это пока в бумаге. Сейчас они потухнут и все потухнет. Да, и на этом все закончится. Вечерние посиделки, приготовление ужина. Режем баклажан. Для баклажанных шашлыков. И у нас есть группа поддержки. Ты сможешь, ты сможешь. Давай. Молодец. У нас еще на очереди грибы. Ну, грибы мы можем... мы пополам их просто порежем, чтобы они не выскакивали.
Кстати, сырые я обожаю шампиньоны. Просто эти уже нельзя есть сырыми. Да, черный. Мужчина, вам кого? Что хотите? Кушать. А печать есть? Пока еще сырье продукт. Ну и такое можно. Печать у вас имеется? Печать. Пропуск. Печать любви в моем сердце. Навсегда. О, Женщина, вам чего? Сбежала. Без тапок просто, без шапки в ночь Кто там холодную. босиком придет, тут вообще без всего и уйдет. Сбежала. Как красиво, девочки. Очень красиво. да, кстати, Да. очень круто получилось. Спасибо. Что мы будем пить? И будет пить, я хотела сказать. Ребят, а на каком этапе мы моем полы, а потом варим в этом пельмени? Ну, ты хочешь, если хочешь, ты можешь помочь. Можно наоборот. Почему нельзя наоборот? Можно сначала там сварить пельмени, а Особенно потом мне мыть всегда полы. нравилась концепция в общении с моими старыми товарищами-студентами о том, что вода из-под пельменей – это не отход производства. Это бульон? Супчик, это Что бульон. Говорю, что это Бульон? бульон, да, ну, основа Не, для ну чего я я- хочу сказать, что на природных условиях, то с этим поспорить сложно. Ну, в этой Вода воде на можно, вес кстати, золота. гречку сварить и будет норм. Да, гречку сварить. Ей можно умыться, почистить зубы. На паровой бане пельмени, а внутри уже гречка и Слушай, пельмени паровые стекают. пельмени я делал, такая восхитительная конечно, штука. да. Они не развариваются. Тут наши поджог. Да, сейчас. Ребята, а вы, вот я не знаю, вдруг кто-то не знал, но открытие года для меня, что кукуруза, приготовленная на пару, готовится не 4 часа, а 30 Да. минут и остается максимально И сладкой. даже 20. Слушай, Ну, даже да, варить даже кукурузу 20. не надо 3 Слушай, часа. свежую кукурузу можно есть, молочную просто есть есть, просто так, без всего. Второй уровень Блин, открытия ну я для не тебя, рискую. Максим. Да, это очень Ну, вкусно. Риск, это всё равно. А молодую кукурузу можно засунуть буквально на 2 минуты в кастрюлю, вот так вот, и она уже А готова. воду наливать надо? Да. Ну, это по желанию, если ты хочешь. Я один раз чуть не спалила дом кукурузой. Я пошла разговаривать с подругой, а потом поняла, что у соседей что-то явно горит. А потом поняла, что не у соседей. А потом поняла, что не соседи, и когда я зашла в кухню, там на газовой плите кастрюля, в которой была полная вода Мгм. под кукурузу, там пылал огонь. То есть там не то, что там просто уже горело вот так. Я такая просто, что? Техники. Подростком на тот момент была. И я думала, что с этим делать, но дело в том, что бы я ни делала, кастрюля осталась обугленная изнутри. Изнутри. Потому что там листья внизу лежали, они пригорели, надо только эту кастрюлю. Я их как-то отодрать смогла, но последствия убрать не смогла. А еще так провонялась вся квартира дымом, что тоже, в общем, родители были сразу поражены уровнем моей ответственности. Вот это вот. Может, если- Хорошо, что ты не варила сгущенку, потому что сгущенка взрывается, у тебя была бы вся кухня была У меня, бы собственно, было так ровно один раз, последствия. когда этим не хватило. взрыв сгущенки. Мне, наверное, лет 14 было, 15. Короче, мы Наш завтра царский будем ужин. костер гораздо раньше зажигать, Да, Да, он надо должен раньше. 6 часов уже начать гореть. Ну, чтобы... кстати, здесь дрова не формируют угли. Даже вот эта вторая порция дров дала настолько мало углей, что трэш какой-то. Так, Картоха лежит на у вас за спиной есть полотенце бумажное? Коллеги, Да, дайте, там пожалуйста, есть. бумажное полотенце. Коллеги, сейчас зажим, скальпель, бумажное полотенце. Так, ну что, утро третьего дня. Я решила показаться в кадре с утра. Настроение хорошее. Полет нормально. Вот берег. Наш лагерь. Это наш с Олей лагерь. Мы его сделали отдельно. Когда Оля проснется, я сделаю вам его обзорчик. Так, а это лагерь наш ребят и наша кухня, наш общий, там тоже будет обзорчик. Посмотрите, какая тишь, благодать и спокойствие. Это же вообще кайф. 9 часов, 8 часов. Это просто супер. Меня, поэтому я отойду от лагеря. И расскажу вам про вчерашнюю ночь. Это было что-то. Луна вчера была очень-очень яркая, и она светила так ярко, как солнце. И все было просто залито белым цветом луны. Это так красиво было. А еще вчера был штиль, было спокойное море, и еще есть планктон. Поэтому вчера были ночные заплывы. Ночные заплывы, конечно же, голыми делаешь, иначе по-другому никак. Это было так чудесно. Вода была безумно теплая, с планктоном, с полной светящейся луной, как фонарь. Вчера была волшебная ночь. Но так как было очень темно для съемки, я все-таки не снимала. Но хочу на память оставить себе этим рассказом
и рассказать вам о том, как это чудесно оказаться ночью на море, при полной луне, штиле и планктоне, светящемся в море. Просто волшебство. Опа. И машинка едет, 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 едет. Кручу, верчу. Опа, приехала. Это? Дальше куда машинка едет? Смотри, это вот и едет машинка из Ростова, из Ростова, из Ростова. На море едет машинка. Едет, 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 едет. Опа, и на море машинка приехала. Вода наипрозрачнейшая. Видно вообще все. 3 метра от берега отплываешь, и все видно до берега, до дна. Но я забыла аквабокс. Молодец. И я теперь не поплаваю с камерой. И не покажу вам эту чудесную воду с рыбками, которую мы видим. Ютубер забыл аквабокс. Да, ютубер лоханулся. А где твоя рыбка? Вон она. Ой, смотрите, одна рыбка. А у нас будет уха? Ну, конечно, не забыл. Да, может, ты консервированный, то нет. То нет, консервированный. Солнце шпарит. А у меня авария. Я обожгла палец. Нам очень везет, что здесь солнце выходит только во второй половине дня. А так нас защищают деревья. Тут еще приехали ребята вчера вечером. Сегодня они обустраивают лагерь. Видите, как здесь все? Вот тут лагерь, вот тут лагерь. Вот тут 2 этажа просто лагеря. Как правильно, лагерь. И вот это наш лагерь, это наш Солей. Вот там еще в конце наши ребята стоят. И посередине кто-то, мы не знаем. А еще в ущелье. Да. Но в ущелье очень много мух. Очень много мух. Это что-то прям... Это ужасно. Они прям лезут в глаза, в нос, в уши. Это какие-то... Не знаю, как это... Гнус называется, наверное. И вот из-за этого как раз палец я и обожгла. Я шла с палочкой, со спиралью, которая отгоняет комаров и мух. И взяла ее не за тот конец, когда падала. В общем, пипец. Теперь я раненый. Так, я собственноручно построила вот такую лежанку. Она выглядит вот так. Для каремата. Наискосок камни уложила. Засыпала все мелкой галькой. Все. Так, здесь у нас мусор. Это некрасиво, мы уберем. Это наш столик. Ну и сам лагерь вот там. У нас еще вещи на конце не разложены. Все в хаосе. Но процесс вы видите, как все происходит. Сейчас разложу каремат. Ой, ложись, это каремат не держится. Новый каремат. Это непросто. Ну как, Оль? Анатомично? Нет. А чего не хватает? Здесь вот проваливается. Ну, так, Надо побольше сюда насыпать, да, под спину? Да. А ты спустись ниже. А так? Так получится.
Костер, гори ясно, чтобы не погасло. Какая интересная машина. Блин, цикады заглушают меня. Я не могу даже говорить. Смотрите. Какая миссипусечка. Вот Оле такая нужна. Вообще. Мы приехали в Туапсе. Лакшери развлекуха у нас. Зарядиться позитивом, да. И не только. Разрядились повербанки у нас все. Разрядились все телефоны. Поэтому срочно требуется зарядка. И мы ищем, где это сделать. Мы обошли несколько кофеен и пиццерий, но где-то нельзя было зарядиться, где-то нельзя было сесть, и мы приняли решение ехать до Варенишной. Да, опять до нашей старой любимой Варенишной. Место прошло испытание временем. Много лет мы приходили сюда вкусно перекусить и подзарядить гаджеты. Сейчас мы едем по улочкам Туапсе в эту самую Варенишную. Туапсе – портовый город, и на городских пляжах море грязное, поэтому я не советую вам купаться на городских пляжах. Хотя, может, это вам и нравится. Может быть, вам там атмосфера подходит, музыка. Кукуруза, пахлава. Я вообще не ценитель общественных пляжей, если вы еще не заметили. Но, может быть, мой выбор кого-то шокирует, и вы также не разделяете моих пристрастий каменистых пляжей и камней с водорослями в воде. И сезон с парковками в Туапсе проблема, особенно на центральных улицах. Но сам городочек Туапсе мне очень нравится. Вся жизненно важная инфраструктура находится в шаговой доступности. Много зелени, уютных уголков. Это уютный город со своей атмосферой и, как сейчас модно говорить, вайбом. В город мы выезжаем раз в 3 дня запастись продуктами и питьевой водой. Ну и минутка познавательности. Туапсе расположен в предгорной зоне южного склона главного Кавказского хребта. Местность начинает повышаться при удалении от побережья. Климат влажный субтропический. И немного истории. По официальной истории, около 3000 до нашей эры на территории города обитали племена, строившие дольмены и относящиеся к дольменной культуре. Численность населения 61 571 человек. Это по данным на 2021 год. Что можно посмотреть в городе и окрестностях? Гора Индюк, скала Киселева, водопад Перун, комплекс Псынако, Платановая аллея и набережная. Мы не сняли вам вареники, которые нам принесли. Мы были очень голодные, но все, что осталось. Не очень, конечно, аппетитно выглядит, но вареники потрясающие. А вот этот журнал огромный, это меню. Давайте с вами полистаем, останавливайте, смотрите цены, это завтраки.
Так, мы просидели здесь часа 4. У нас почти все завершилось. Спасибо. Нам приехал чай. Мы здесь сожрали уже все меню почти. И вот заказали напоследок налистники творожные, запеченные с заварным кремом в вишневом соусе. Сейчас нам их принесут. И я вам их покажу. Хотя бы их я вам покажу. Нам принесли. Ровно разрезать, девочки. Что ты давай? Вон у меня там есть это. Вот, вареничные досидели до заката. Тут вообще улица кафешек. Цикады орут везде просто. Смешная собака. Так, девчонки, как вам вареничная? Круто. Вкусно. Вкусно? Понравилось? Да. Рекомендуем. Она не испортилась с того времени, как мы были. Так, наша машина. Наша машина. Вот. В общем, мы провафлили закат. Он, по крайней мере, И теперь мы идем с фонарями в темноте, будем спускаться по горе, по склону. Вот такие шахтеры с рюкзаками. Но мы не ищем легких путей, нам вечно нужны какие-нибудь приключения. Нас встретили двое ребят наших. И, в общем, нам не страшно. Да, ребята, нам не страшно? Ух ты! вон нас мертвых боятся. Ой, блин. Вот, осторожно. Да. Все. И заканчиваю съемку, чтобы не навернуться. Сегодня был обнаружен труп дельфина. Как ты их будешь снимать теперь? Это ёрш, да?